Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я очень люблю классический вариант приготовления вареников, но на это нужно очень много времени. И сегодня хочу предложить вам ленивый вариант. Они получаются не менее вкусные, ароматные, а какие нежные, просто объедение. Я желаю вам удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. Все готовить очень легко и просто. 500 грамм творога отправляем в глубокую миску, где будем сразу готовить тесто. Вот обратите внимание, у меня творог домашнего приготовления. Он зернистый, но он довольно-таки влажный. И чем влажнее творог, тем больше придется добавлять муки, либо манки. Вы можете также взять творог магазинный, но чем суше творог, тем лучше. Если у вас сильно влажный творог, то лучше его отвесить на ночь через сито или через марлю, чтобы стекла излишняя влага. Очень важно, чтобы вареники получились очень хорошие. Чуть-чуть соли добавляю для баланса вкуса, это обязательно. Сюда же добавляем 2 яйца. У меня получается 2 желтка в одном яйце. Яйца небольшие, небольшого размера. 30 грамм сахара или 3 столовые ложки. Полный пакетик ванильного сахара. Они ароматные должны быть. Обычно из такого расчета сейчас все смешиваем. На 250 грамм творога 1 яйцо и желток и белок вместе. И сейчас мы можем либо пробить погружным блендером, либо можем толкушкой, как мы делали в студенческие годы. Я люблю, чтобы творожок немножко оставался зернистым и чтобы в варениках видны были крупинки творога. Поэтому сильно толочь я не хочу. Вот так лопаткой смешали. Практически масса уже пастообразная. И сейчас сюда добавляем муку. У меня 150 грамм. Обычно добавляется мука 1/3 часть от количества творога. И сейчас все смешиваем. Конечно же, чем меньше муки, тем нежнее будут вареники. Допустим, если вы 150 грамм муки добавили, вы можете добавить 50 грамм муки убрать, добавить манку. Дать немножко набухнуть, если особенно у вас влажная масса. Потому что манка очень хорошо впитает в себя. Вот посмотрите, какая у нас масса получилась, как пластилин. Очень хорошая масса. У нас практически масса готова. У вас на это уходит где-то минут 5-7. Все смешать. Все очень легко. Воду тоже сразу поставить уже на газ, чтобы вода закипела. Вареники готовятся 5-7 минут. Идеальный завтрак утром для семьи. Готово. И сейчас нам нужна мука на подпыл. Итак, у нас масса готова. И мы дадим ей немного отдохнуть. Накрываем крышкой либо пленкой. Дадим минут 10. Подпыляем мукой. И выкладываем тесто. Сверху тоже подпыляем мукой. Для удобства тесто буду делить на 2 части. Так обваливаем. Пусть это вас не смущает, что оно очень нежное. Такое оно и должно быть. Делю на 2 части. Одну часть пока откладываем в сторону, а со второй будем работать. Вы можете любой формы. Они могут быть кругленькие, могут быть как биточки. Вот мы любим, например, чтобы они были крупные. Напоминали классические вареники, поэтому сильно не мельчим. Обязательно в муку и нарезаем на небольшие кусочки. Обязательно обваливаю в муке, потому что прилипает. Тесто очень нежное. Их можно прям вот так отваривать, не придавая им никакой формы. Они тоже получаются очень красивые и вкусные. Ну вот так вот, если вы хотите, можете придать вот такую форму. Слишком много муки абсолютно не нужно. Такая форма вареника. И выкладываем на доску, подпыленную мукой. Вот так. Здесь сахар очень умеренно. Сахара можете немножко добавить, но сахар в тесто дает влагу. Поэтому лучше потом со сметанкой добавить сгущенное молоко. Очень вкусно. Вот мне кажется, 3 столовые ложки сахара на 500-600 грамм творога достаточно. Вот в таком виде на доске можно заморозить варенички. Посмотрите. И потом, когда заморозите, можно добавить их в целлофановый пакет. И уже, когда будем отваривать их в кипящей воде, не нужно их размораживать. Сразу отвариваем. И второй кусочек теста. Тесто немного полежало.
Оно стало еще более податливым. Очень приятное в работе. Сильно надавливать не нужно абсолютно. И также делим на удобные нам кусочки. Не забываем ножичек подпылять мукой. И то же самое лепим и на досочку. Кстати, вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какой формы вареники любите вы. И чаще всего вы готовите классические вареники или вот любите все-таки вот такой ленивый вариант, чтобы долго не заморачиваться, а быстро приготовить и вкусно. Итак, у нас заготовки готовы. Осталось только отварить и попробовать. Вода закипела у нас. Огонь средний. Здесь у меня 2 литра воды. Добавляю 1 чайную ложку соли. Смешиваем. Сначала проверяем вареник. Отправляем 1 вареник и посмотрим, схватывается он или нет. Сразу все вареники не отправляйте. Когда у вас уже будет свой проверенный рецепт, и вы наверняка будете знать, хотя мука, яйца отличаются, тогда вы уже точно будете знать, что этот рецепт, и сразу будете забрасывать вареники все. И вот смотрите, он у нас не разваривается великолепно. Сейчас он всплывет, буквально 2 минутки, и он готов. И вот посмотрите, вареник становится легкий, посмотрите, невесомый. И мы отправляем сюда все вареники. Огонь выше среднего. Слегка вот так, чтобы у нас не прилипало. Вот так слегка прикрываем крышкой. Надо, чтобы закипела вода и поднялись вареники вверх. Посмотрите, они у нас всплыли. Они похожи на настоящие вареники классические. Красивые, большие. И сейчас мы огонь уменьшаем и буквально варим еще 3 минуты. Так, чтобы они у нас не переварились и не развалились. Когда варим, не закрываем крышкой, а прикрываем. Вот таким образом. И вот смотрите, у нас прошло 2 минуты, они уже готовы. Я подготовила емкость, смазала маслом. И сейчас мы откидываем на блюдо. Итак, дорогие друзья, какое отличное сочетание ингредиентов в этом рецепте. Они получаются нежные, мягкие, ароматные, просто прелесть. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами. Желаю вам мира и добра. И до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.